чем разница между until, before? Если она. Умеете ли вы пользоваться этими словами в речи? В сегодняшнем видео мы посмотрим на два этих слова и сравним их, посмотрим, в каких ситуациях они используются, и ответим на самый главный вопрос. А был ли мальчик? А есть ли разница между ними? Если есть, то какая? Если нет, то зачем два слова нам? Если я попрошу вас на листе бумаги разделить его на две части, с одной стороны написать before, на другой части написать until и придумать несколько предложений, хотя бы 3 для before, 3 для until. Вопросительных, отрицательных, положительных, так, чтобы это не было одного какого-то вида. Сможете ли вы сделать это упражнение? Сможете ли вы посмотреть на свои примеры? Во-первых, сможете ли вы придумать примеры, как говорится, off the top of your head? Или вам нужно время подумать? Попробуйте, сделайте это упражнение, поставьте видео на паузу. Потом не забудьте вернуться и посмотреть, что у вас получилось, сравнить с тем, о чем буду говорить я. Если вы только посмотрите в русско-английский или англо-русский словарь, слова before и until переводятся в каких-то случаях одинаково. То есть действие совершилось, было, происходило до какого-то момента. Важно понимать, что until и before отвечают на совершенно разные вопросы. Until отвечает на вопрос how long, то есть как долго продолжалось действие до того, как что-то начало продолжаться другое. Before отвечает на вопрос when, когда. Значит, еще раз. Until отвечает на вопрос how long, before отвечает на вопрос когда. И это очень важно, чтобы вы это понимали, потому что вам будет гораздо легче использовать эти слова в предложении. Don't do it before you read this article или don't do it until you read this article. Есть ли разница в этом предложении? Если есть, то какая? Как бы сказали вы? Еще раз, don't do it before или don't do it until you read this article. I worked in Japan before I moved to Switzerland. Или I worked in Japan until I moved to Switzerland. Какой вариант выбрать? Есть ли разница между этими предложениями? Если да, то какая? Если нет, а зачем у нас два предложения? Ответить на эти вопросы вам поможет знание, о котором я только что сказал. Before отвечает на вопрос когда, until, how long. Также важно понимать, что until подразумевает всегда процесс. То есть что-то непрерывно происходило на протяжении какого-то времени. Потом это что-то закончилось, и мы перешли в другой портал. Before нам показывает просто хронологию. Было вот это, потом случилось вот это. То есть там нет акцента на продолжительности действия. И это очень важно. Без этого знания вы не сможете различать и вообще понять то, о чем я буду говорить в этом видео. Пользуясь этим знанием, don't do it until you read this article подразумевает, что вы всю статью прочитаете, акцент на вот действии. Вы сидели, читали, потом стали учить, например. Don't do it before you read this article акцента на действии, на продолжительности не имеет, просто говорит вам сначала это, потом это. В данном случае вообще разницы никакой нету, небольшой фокус сместился. А вот предложение про Японию I worked in Japan before I moved to Switzerland. Здесь у нас просто очередность. Сначала я работал в Японии, потом работал в Швейцарии. Что я делал между, мы не знаем. Мы также не знаем, было ли это тут же, сразу же после Японии мы оказались с вами в Швейцарии, либо был какой-то gap, какой-то промежуток, и там, может быть, я поехал на недельку до второго в Комарова. А вот если мы это предложение скажем с until, I worked in Japan until I moved to Switzerland, здесь уже без вариантов. Until показывает immediacy. То есть сразу же, тут же, с корабля на бал, вот Япония, и тут же без вариантов, без всяких Комарова мы поехали в Швейцарию с вами. Вот здесь уже нюанс, он более четкий. Но не во всех ситуациях будет четкий нюанс. И это положительные предложения. Давайте посмотрим еще на примеры. В школе учитель вам может сказать turn in your homework before Friday. Сдаем домашнюю работу до пятницы. Before Friday. То есть вам нужно сдать последний срок. Это мы сейчас про сроки говорим, deadlines. Когда у вас deadlines. Очень часто используется before and until. Дедлайн у вас пятница. Все, до пятницы, до полуночи. В четверг вам нужно все это сдать. В электронном виде или как вы там работаете, это уже ваши проблемы. You have until Friday to turn in your homework. You have until Friday to turn in your homework. Тот же самый смысл, идентичный. Просто пуля в пулю. У вас до пятницы есть. То есть акцент просто, у вас вот такой вот есть срок, deadline, до пятницы.
Before просто говорит, что есть до пятницы. Акцент просто не ставит. Но смысл пуля в пулю, идентичный. Поэтому можете себе in the back of your head отметить, что когда вы говорите про дедлайны, вы можете использовать before и until. Чаще всего используется until, потому что как раз он подчеркивает промежуток времени. То есть у вас есть вот столько времени, поэтому, уважаемые товарищи студенты и студентки, и все, кто in between, сдаем домашнюю работу, иначе потом. Также until показывает the point of change. То есть это более явное какое-то изменение. То есть до того, что было вот одно, потом кардинальным образом поменялось на что-то другое. У before такой кардинальности нет. Напоминаю, before это просто перечисление. Сначала было А, потом Б, не наоборот. Какой пример у вас может быть? Talk to her before Friday или talk to her until Friday. Смысл одинаковый. До пятницы нужно поговорить с человеком. Но нюанс и акцент будет отличаться немножко. Before просто вам говорит до вот этого момента поговори. Until Friday. Помните, until всегда подразумевает какой-то process. То есть все каждый день говори, разговаривай until Friday. Before не подчеркивает этого, поэтому там уже на ваше усмотрение. В этом разница. Нюанс. Общий смысл одинаковый. До пятницы разговариваем. Потом все, сроки. По срокам не успеваем. А теперь мы подошли к самому главному. Отрицательные предложения. Значит, смотрим. He didn't speak English before he moved to Canada. Второе предложение. He didn't speak English until he moved to Canada. Два примера. Смысл идентичный. До переезда в Канаду человек не разговаривал по-английски. Нюанс, конечно, есть. Until прям вообще нет. Before этого нюанса не имеет. Но смысл-то какой? До переезда мы вообще никак. Если вам нужно подчеркнуть, что вообще нет, until будет ваш natural choice. Хотите сказать before? Be my guest. I didn't speak English before I moved to Canada. Until предпочтительнее, вы, наверное, его услышите чаще. Но before тоже имеет место и также часто будет использоваться. Если у вас возникает вопрос, почему не past perfect? I hadn't spoken English before I moved to Canada, отвечаю. Если вы хотите использовать классический textbook English или официальный книжный английский язык, можете использовать past perfect. Но it's unnecessary. Почему? Потому что before есть, потому что есть until. Они четко разграничивают, что было до, что было после. А вы знаете из моих предыдущих видео, из моих постов в Телеграме, кстати, Kirils_English, либо прямых эфиров в Инстаграме, тот же handle Kirils_English, что когда у вас есть слова ограничивающие, четко показывающие очередность действий, нам совершенно не нужен past perfect. У него функция какая? Показать нам очередность, когда эта очередность запутана. Вы порядок предложений поменяли, и там не по порядку все идет. Эти слова нам все разграничили, поэтому had, past perfect здесь не обязательно использовать. То есть, как вы видите, until и before не все так однозначно. Безусловно, есть примеры, где они совершенно по-другому используются, имеют разное значение. Но целью моего сегодняшнего видео было показать вам, что вам необходимо непосредственно знать, какой нюанс добавляется к until, какого нюанса нет у before. И важный момент, запоминаем, в отрицательных предложениях смысл before и until идентичен. То есть иногда можно использовать и то слово без изменения смысла. Пользуйтесь, подмечайте, как это используют вокруг вас. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.